Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами юрист Валерий Табаков. Я регулярно на своем канале анализирую действия власти с точки зрения соблюдения, в том числе и основного закона, то есть Конституции. И сегодня, 17 июля 2026 года, мы разберем ситуацию, которая, на мой взгляд, является одним из ярких, циничных и откровенно наглых примеров правового нигилизма последних месяцев. Ситуацию, от которых у любого человека, уважающего себя, уважающего свои права, уважающего Конституцию Украины, просто кровь может закипеть в жилах. Друзья, речь идет об указе президента Владимира Зеленского от 16 июля 2026 года, которым генерал-майор Службы безопасности Украины Евгений Хмара был назначен исполняющим обязанности министра обороны Украины. Это решение последовало сразу после внезапного, почти театрального увольнение Михаила Федорова, министра, которого многие считали одним из наиболее эффективных, современных и прогрессивных руководителей оборонного ведомства в условиях полномасштабной войны. Давайте восстановим хронологию со всеми драматическими подробностями. 12 июля 2026 года в отставку ушла премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Этот уход должен был запустить конституционный механизм отставки всего Кабинета министров. Но уже 15 и 16 июля президент принимает решение об освобождении Михаила Федорова от должности министра обороны. Это вызвало настоящую волну общественного возмущения и негодования. В Киеве и других городах прошли массовые протесты. Люди выходили на улицы с плакатами, скандировали лозунги и требовали вернуть эффективного управленца, который реально менял систему. Федоров ассоциировался с прорывными инициативами, армией дронов, цифровизацией процессов, борьбой с коррупцией в закупках и многим другим, что действительно работало на фронте. И вот, практически мгновенно, без каких-либо публичных консультаций, без прозрачных процедур, без малейшего уважения к закону, президент поручает исполнять обязанности министра обороны генерал-майору Евгению Хмаре, действующему высокопоставленному офицеру СБУ, руководителю Центра специальных операций «Альфа». При этом Зеленский в своем обращении с пафосом подчеркнул опыт Хмары в далекобойных операциях и пообещал позже внести его кандидатуру на утверждение в Верховную Раду. Но на момент назначения Хмара остается военнослужащим в погонах. Друзья, как вам такой цирк, как вам такой 95-й квартал? Друзья, это не рядовая кадровая ротация, это назначение человека в погонах на должность, которая по закону должна быть строго гражданской. Это назначение, это прямой плевок в лицо Конституции, это прямой плевок в лицо каждому украинцу. А теперь перейдем к правовой оценке. Здесь начинается самое интересное. Согласно статье 106
Конституции Украины президент Украины осуществляет свои полномочия строго в пределах, определенных основным законом. Принцип законности для всех органов государственной власти, включая главу государства, звучит предельно четко и жестко. Разрешено только то, что прямо предусмотрено нормативно-правовыми актами. Никакого разрешено все, что не запрещено, для власти нет и быть не может. Это аксиома правового государства, которую, похоже, в офисе президента Зеленского давным-давно забыли. Ключевой документ здесь — это закон Украины о национальной безопасности от 21 июня 2018 года, номер 2469-8. В части 7 статьи 15 прямо указано: министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц. Эта норма вступила в силу с 1 января 2019 года именно для того, чтобы обеспечить реальный гражданский контроль над вооруженными силами, предотвратить милитаризацию управления обороной и соответствовать стандартам НАТО. Закон не содержит никаких исключений для периода военного положения. Более того, аналогичное требование распространяется и на заместителей министра. Закон о правовом режиме военного положения действительно предоставляет президенту расширенные оперативные полномочия, однако эти полномочия не безграничны и не позволяют игнорировать базовые требования к формированию кабинета министров. Назначение действующего генерала на должность, которая по закону должна быть гражданской, выходит за рамки даже самого широкого и фантастического толкования президентских прав. Мы, друзья, видим классическое превышение полномочий. Статья 19 Конституции Украины. Кроме того, такое решение подрывает принцип разделения властей и гражданского контроля, закрепленный в статье 17 Конституции и профильных законах. Если 12 июля была отставлена премьер-министр Юлия Свириденко, то, согласно Конституции, это должно было повлечь отставку всего кабинета министров. В таком случае весь Кабмин считается в отставке с 12 июля и продолжает исполнять свои обязанности в ограниченном режиме до формирования и утверждения нового состава правительства. То есть, в соответствии с этой нормой Конституции, Федоров с 12 июля исполняющий обязанности министра обороны Украины до момента утверждения нового состава правительства, то есть Кабмина, не части правительства, не в части должностей министров, которые относятся к полномочиям Кабинета министров, а до утверждения полного нового состава правительства Кабмина. Однако Владимир Зеленский вместо соблюдения этой процедуры пошел по пути точечных увольнений и прямых назначений временно исполняющих обязанности, что создало серьезную правовую коллизию, мягко говоря, и является откровенным игнорированием конституционных норм.
Что мы видим в результате? Мы видим в результате, что Верховная Рада Украины проголосовала за утверждение нового состава Кабинета министров 15 июля 2026 года, но не всего состава Кабинета министров, а его части. Никакого утверждения части состава Кабинета министров Конституция Украины не предусматривает. Поэтому я считаю, что назначение состава Кабинета министров 15 июля не состоялось. И таким образом Федоров продолжает исполнять обязанности министра обороны Украины. То есть все назначения, произведенные Верховной Радой, они незаконны, нелегитимны, потому что не был назначен весь полный состав Кабинета министров. И что обещал Зеленский когда-то, я хочу напомнить. Я хочу напомнить, что его действия особенно цинично выглядят на фоне его неоднократных заявлений. В предвыборный период до 2019 года и в первые годы президентства Зеленский неоднократно подчеркивал с пафосом: «Если я нарушу закон, — говорил он, — я уйду». Эти слова звучали как обещание новой политической культуры, где власть подчиняется праву, а не наоборот. Как же трогательно это было слушать тогда. Что же произошло с Зеленским? Куда делся тот молодой и амбициозный политик, который клялся народу в верности Конституции? Почему человек, который пришел к власти на волне требований законности и борьбы с произволом, теперь сам позволяет себе такие шалости, такие нарушения, такие преступления закона? Почему обещания остались в прошлом, а во время войны, когда легитимность правительства особенно важна, мы столкнулись с откровенным пренебрежением нормами закона? Это не просто разовая ошибка, это тревожный симптом системного сдвига от власти закона к закону власти. Когда целесообразность становится выше Конституции, а слово президента важнее основного закона страны, мы являемся свидетелями узурпации власти. Почему это особенно опасно? Представьте последствия. Сегодня президент одним указом ставит военного на гражданскую должность министра обороны. Сегодня Верховная Рада голосует не за весь состав Кабинета министров, а за его часть. И считает, что состав Кабинета министров утвержден. Хотя это не так. Завтра подобная логика может быть применена и к другим ключевым постам, другим ключевым решениям. Мы рискуем вернуться к советской модели, когда военные структуры фактически контролировали сами себя, а принцип подчинения армии гражданской власти превратился в пустую фикцию. Как говорится, рыба гниет с головы, а чистят ее с хвоста. К сожалению, в данном случае мы наблюдаем гниение именно с головы, с высшего уровня власти. А последствия в виде потери доверия,
размывание правовых норм и ослабление государства будут расхлебывать все граждане, особенно те, кто на фронте и в тылу ежедневно рискует жизнью ради будущего Украины. В результате таких действий Зеленского и Верховной Рады вся ветка исполнительной власти потеряла законные полномочия. Это значит, что ни армия, ни полиция, ни все остальные органы и госслужащие, подчиненные различным министерствам Украины, сейчас, в настоящее время, утратили законные полномочия. И в результате все действия таких структур не имеют законных оснований. Таким образом, в результате получается ситуация, когда сопротивление полиции, сопротивление ТЦК не может рассматриваться как сопротивление законным представителям власти. Все это выглядит как попытка узурпации власти и является основанием для импичмента. Это не просто техническая ошибка в кадровом вопросе, это системный удар по демократическим институтам в условиях войны. Именно тогда, когда нам особенно важно сохранить легитимность и верховенство права, чтобы отличаться хоть чем-нибудь от страны-агрессора. Господин Зеленский, вы неоднократно заявляли, что являетесь гарантом Конституции. Но сегодняшнее решение демонстрирует обратное. Это не усиление обороны. Это ослабление правового фундамента государства. Дело выглядит так, что вы сменили Кабмин для того, чтобы убрать с должности министра обороны Федорова. Своими действиями вы, господин Зеленский, похерили Конституцию, проигнорировав прямые требования основного закона и профильных законов о гражданском характере должности министра обороны, а также механизм отставки всего Кабинета министров при отставке премьера. Народ вышел на улицы, господин Зеленский. Он вышел не столько за Федорова лично, сколько за Конституцию, за соблюдение правил, за верховенство права, за то, чтобы даже в военное время власть не превращалась в откровенный произвол, беззаконие и квартал 95. Я как юрист прямо заявляю, назначение генерала Хмары исполняющим обязанности министра обороны является неправомерным, противоречит прямым нормам закона и подлежит правовой оценке. Гражданское общество, народные депутаты, правозащитные организации и независимые юристы обязаны дать этому жесткую оценку и при необходимости инициировать соответствующие процедуры обжалования и импичмента. Мы не имеем права молча проглотить этот прецедент, потому что если сегодня власть позволяет себе игнорировать требования о гражданском министре обороны, завтра мы можем потерять гораздо больше саму идею Украины как правового, демократического, европейского государства. Где ваши прежние обещания, господин президент? Что случилось с тем Зеленским, который клялся уйти при первом нарушении закона? Сегодняшние действия заставляют многих украинцев задавать эти вопросы все чаще и все жестче. В результате таких действий Зеленского, повторю, вся ветка исполнительной власти Украины утратила законность. Это значит, что ни армия,
ни полиция, ни все остальные органы и госслужащие, подчиненные различным министерствам, сейчас утратили законные полномочия, и в результате все действия таких структур не имеют законных оснований. Сопротивление полиции, ТЦК в данной ситуации не может рассматриваться как сопротивление законным представителям власти. Все это выглядит как попытка узурпации власти, что является основанием для импичмента. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео среди друзей и единомышленников. Закон должен быть один для всех и для президента в том числе. С вами был юрист Валерий Табаков. Следите за следующими выпусками. Будем разбирать и другие резонансные решения власти.